Так, вот включаем. Добрый день друзьям, подписчикам и гостям моего канала. Сегодня реставрируем натяжитель ремня комбайна John Deere. Короче, получается, этот уже второй ремонт у этого натяжителя. Но с первым ремонтом тоже попал вот этот натяжитель ко мне. И тогда то ли у меня не было времени, или что, я сказал человеку пойти к фрезерному станку или к расточному, чтобы ему поправили отверстие. Получается, если кто знает, в курсе, его все время вот так крутит, да? И получается, вот здесь нижняя часть была стерта, и здесь верхняя часть. Ну, расскажу я вам вот о чем. Когда я сказал вот этому человеку пойти найти или фрезерный станок, или расточной, вы знаете, это, как я ему сказал, поймать Бога за ноги. Поймать Бога — это одно, но такое ощущение, что ты ему, когда говоришь, например, это вот так надо сделать, это вот так надо сделать, как будто ты хочешь с него выбить побольше денег. Но там оказались правильные ребята. Хочешь дырку, вот мы тебе сделали дырку. И все, будь здоров. Вот так надо делать, наверное, чтобы они немножко проснулись, вот эти все трактористы и вот эти комбайнеры. Потому что когда ты ему говоришь, вот так надо делать, они начинают: да что это, да что это. А вот получается, вот то, что ты ему говоришь, это потом через глаза вылазит. Что я ему рассказываю, здесь просто надо сделать отверстие чуть побольше и завтулить. Я ему объясняю, что здесь надо поправить. Найди, или там, пускай я сделаю втулку, или придешь ко мне, я тебе сделаю втулку, и все будет нормально. Нет, он, короче, куда-то поехал. Приходит ко мне: сделай втулку. Я смотрю на отверстие, вот как оно было наискос, вот так ему и сделали. Я спрашиваю: как тебе сделали? Ну как, просверлили мне и все. Я ему говорю: ну я же тебе сказал пойти поправить или на расточной, или на фрезерный станок. А что, тут все нормально. Суть в чем? Когда сверлишь, сверло что делает? Она находит сама себе центр старой дырки. И по этой дырке она сверлит. Она не может, например, как расточной или фрезерный станок снять с одной стороны, а с другой стороны оставить, чтобы поправить. И, короче, это уже, не помню, 2 года. Беда. Приходит ко мне. Я ему говорю: вот так надо сделать. А ты теперь делай как хочешь. Только сделай нормально. Пришлось уже поправить и сам ролик вот этот. Снял, проточил его. Зажал в станок. Здесь, ну, мне удобнее вот так было взять кусок уголка, прихватить, потом здесь поднял, опустил, прокатился индикатором, выставил. Вот сделали ему отверстие. Вровень, например, с этим роликом. Теперь проблем не будет. Дальше сейчас завтулим ему
бронзовые втулки и будет служить. Ну все, снимаем его сейчас с станка, делаем втулки и втулим. Поехали! Так, друзья, все-таки решил я сделать с двух частей. Две втулочки получается. И посередине оставлю такой зазорчик, чтобы там солидоль держался и было откуда брать смазку. Вот сделать такую двухзаходную резьбу, чтобы здесь солидорчик стоял. И сейчас делаю оправочку, надену на оправку и проточим сверху. Потом забиваем туда и все будет шик. Так, друзья, только что принесли мне еще одну половину вот этого вариатора. Вот, ребята, был сломан вот этот штифт. И, короче, они попробовали его засверлить. И что они сделали? Они пошли в сторону и на очень много. Получается здесь на 12 и с копейками. 12,5, 12, тут не даже 12,5. Короче, это дюймовые там размеры. Но суть не в этом. Нам надо вот выровнять. Я вот сделал такую оправочку. Хорошо, что вот эта крышка у них вот такая маленькая. Я кинул эту крышку сверху вот этой оправочкой. Нашел центр, зажал тиски и фрезой. Теперь выравниваем. Получается, с этой стороны почти ничего не берет, а здесь берет уже много. Они ушли вот сюда. Вот такие дела получается вот с этими комбайнерами. Не бы принесли сразу, делали бы нормально. Ну что, сверлим дальше. Вот это уже старая метка. Сейчас снимаем. Сейчас снимаем, посмотрим, что там у нас получилось. Так, вот, друзья. Старая метка ровно по середине. Точно как мы и сделали. Ну что, сейчас делаем штифт и будем забивать сюда. Нагреем немножко, чтобы он держался на фиксаторе.
Его заклеим и будь здоров. Все, поехали. Ну что ж, друзья, закончил я с этим штифтом. Вот получилось. Красиво все. Все стало на место, все нормально. Все, теперь можно звонить хозяину, пускай забирает. Ну все, делаем дальше наш натяжитель ремня. Поехали. Ну что ж, друзья, вот натяжитель закончили. Все собрали. Теперь отверстие соосно с шкивом, с роликом. И видите, если делать у правильных токарей, в конце остается совсем мало. Сделали бы у неправильных токарей, здесь можно было уже не 50-ку брать диаметра вот этой заготовки, потому что у нас получилось здесь 40, почти 42 отверстия внутри, иначе никак. А сделали бы там 30-кой, 35-кой. Ну все, друзья, всем спасибо, кто досмотрел мое видео до конца. Всем удачи, здоровья и до следующего видео. Всем пока.